Друзья, продолжаем рисовать наши кисти рук. Начнем сразу с прорисовки, более плотной. Буквально вот беру участок какой-нибудь, смотрю на него, увлекаюсь им и рисую очень тщательно, не задумываясь о целом. Иногда только поглядывая в ту сторону, потому что у нас для этого подготовлена почва. У нас все светотени подчиняют наш рисунок целому. Сейчас останется только проработать фактуру, вот эту сложную поверхность руки, вот эту морщинистую кожу. Будем работать эластиком, будем работать и кисточкой. Каждый бугорочек надо показать его полукруглость, надо показать его резкость. Надо передать всю реалистичность. Надо соблюдать соседство вот этих линий между собой, как они между собой коррелируют. Ну, на этом этапе пока ничего не буду комментировать. Посмотрите, как происходит прорисовка. Здесь все очень скрупулезно. Да, ничего здесь такого сверхъестественного нету. Здесь просто работа. Предлагаю посмотреть это без комментариев этот этап.
Ну вот, собственно, прорисовочка у нас закончилась, основная. Сейчас нужно подчинить рисунок целому еще раз, чтобы у нас не убегал от него никуда. И высветлим участки хотя бы грубо. Посмотрите, как сразу оживают морщинки. Вот так вот с чистого листа мы абсолютно, ну не абсолютно точно, но практически полностью, с точностью передали вот такую многосложную картинку. Когда разбито все на этапы, все не так уж и сложно. Итак, мы сейчас повысветляем кое-что. Потом еще раз потушуем, еще раз повысветляем. У нас частенько будет это меняться, уходить, скажем так, убегать в сторону. Будем заставлять, подчинять наш рисунок так, чтобы все было достаточно правильно нарисовано. Кстати, обратите внимание, наш ластик тоже оставляет кое-какую фактуру. То есть не только кисточка у нас нарисовала такой чертеж морщин, свою лепту внес и ластик. Он тоже морщинки, там где их не было вообще, нарисовал и подчеркнул уже нарисованные кисточкой морщинки. То есть большой фронт работы берет на себя ластик. Я часто повторяюсь, в некоторых уроках я уже говорил, что ластик я перед рисованием заготавливаю сразу по много штук, по 4, по 6, чтобы не отвлекаться и не затачивать, не зачищать один и тот же ластик, чтобы погрузиться полностью в процесс. Это очень помогает, экономить время, кстати.
по мере продвижения нашего рисования у нас выявляются недочеты, и мы их тут же устраняем. То есть те места, которые нам казались достаточно уже темные, оказывается, они темные недостаточно. Прорисовываем их еще раз в процессе. То есть сейчас у нас несколько этапов работают поочередно, возвращаются еще раз, перепрыгивают через друг другу. Иногда это делаем в смешанном варианте. Ну, чем сложнее работа, тем она интереснее, тем больше опыта она прибавляет. Вы знаете, я замечал еще в самом начале, когда я только начинал рисовать, когда я рисую кисти рук, буквально уже следующий портрет, где есть какие-то сложные моменты, мне становится легче в 2 раза, наверное. То есть кисти рук очень хорошо тренируют вас как художника. Рисование кисти рук тренирует вас как художника.
Ну вот, собственно, большую часть работы, которую мы проделали с этим рисунком, это работа над фактурой руки, над ее морщинками, над ее буграми, над ее сложным рельефом. Мы то высветляли, то затемняли, то прорисовывали морщины. То есть мы работали с фактурой. Потом мы просто еще раз большими кисточками, таким просвечивающим себя слоем, еще раз пройдемся по темным местам, сгладим наши какие-то углы, придадим более целый вид. Вот видите, здесь тоже есть морщинки. Да. Но не такие ярко выраженные. В общем, мы придадим руке такой вот вид фактурный, очень такой сложный и резкий. А потом, там где это можно, смягчим другой кисточкой большой, побольше размером. И у нас такая сложная детализация подчинится целой картине. Друзья, я уже говорил про тщательность прорисовки, но вот сейчас будет ее последний этап. Я взял самую маленькую кисточку, которая у меня есть, двоечка нейлоновая. Предлагаю тоже посмотреть этот этап без моих комментариев. Это такая сложная работа. По сути, если бы мы рисовали только вот такой какой-нибудь маленький квадратный участок, скажем там 3 на 3 сантиметра, и думали только о нем, то работа бы не показалась такой сложной. Но дело в том, что участок, который мы занимает наш рисунок, он гораздо больше, и поэтому это нас может пугать. Но вот с таким подходом, если поделить все на маленькие этапы, постепенно у нас будет вот такой вот шикарный результат.
Ну вот и подошло к завершению рисование наших рук. Совсем скоро, через несколько мгновений, появится фотография нашего законченного рисунка. А я с вами прощаюсь. Спасибо вам за внимание. Услышимся в следующих уроках.